Мирра – одна из самых древних ароматических смол, известных человеку. Ее запах будто открывает дверь в иное пространство. В пустыню, где ветви камифора хранят жар столетий. В храмы, где дым благовоний поднимается как молитва. В древние тексты, где мирру называют священной смолой, впитывающей память поколений. Это аромат внутренней честности, тишины и собранности, того состояния, в котором человек перестает убегать от самого важного и слышит свое сердце чуть яснее. Этим мирра так близка мне. В ее запахе есть удивительная способность пробуждать в нас поиск любви, той глубокой, тихой любви, которая идет не из ожиданий, а из стремления души к смыслу, к свету, к настоящему соединению с собой и с тем, что больше нас. Эта смола будто напоминает: даже горький опыт может стать дверью, если человек идет по пути с открытым сердцем. Всем привет, меня зовут Алина. Сегодня мы отправимся в путешествие по миру Мирры, смолы, которую знали цари, пророки и древние жрицы. Мы разберем, как она пахла для древних цивилизаций, почему ее считали священной, что о ней говорит Танах и Каббала, и какое место мирра занимала в ритуалах Египта, Иудеи и стран Пунта. Мы посмотрим на мирру глазами археологии, истории, медицины и ароматерапии. Познакомимся с разными ее видами, от сомалийской классической мирры до редкого бальзама Галаада. И мы увидим, почему каждый из них несет свою собственную психологическую и символическую линию. И в конце я расскажу о своем личном опыте работы с миррой, о том, какие состояния она поднимает, что открывает в человеке. Если начать путь мирры с самого начала, без легенд и ритуалов, то мы оказываемся в месте, где тишина плотная, как воздух перед рассветом. Это земля, которая трескается от жары, где растительность не тянется вверх. Она, наоборот, старается стать незаметной, чтобы выжить. И среди этой суровой солнечной пустоты растут деревья камифора. Неброские, серебристые, с ломкой корой и странной склонностью казаться мертвыми в сухой сезон. Но стоит дождю коснуться земли, как дерево оживает. Неторопливо, словно вспоминая, что мир еще существует. Эти деревья растут в Африке и Аравии, в Сомали, Эфиопии, Йемене, Омане. Особенно у побережья Красного моря, где сухие ветра несут соленую пыль, а ночная прохлада настолько резкая, что, кажется, кто-то переключает мир с тепла на холод одним движением. Мирра рождается из раны. Это удивительный жест природы. Когда кора надламывается, дерево выделяет каплю смолы. Прозрачную, словно застывшая слеза. Она медленно темнеет, густеет, становится золотистой, потом дымно-коричневой. Солнце делает свое дело. Каждая капля – как маленькая история, которая уже не исчезнет. С древности люди замечали, что мирра пахнет так, будто она хранит память. Не личную, а общую. Запах сухой земли, теплой смолы, пустынного ветра. Намек на дым и медовую глубину, но не сладкую, а строгую, как огонь в конце ночи. Эту смолу собирали вручную. Сборщик делает неглубокий надрез, оставляет дерево в покое и через несколько дней возвращается, как к живому существу, которое должно ответить. Если ответил, смола уже застыла небольшими кристаллами, которых почти не видно на серебристой коре. Если нет, дерево было слишком сухим, слишком уставшим или просто не захотело говорить. Мирра всегда была редкостью. Настолько редкой, что вокруг нее построили торговые пути, которые связали Аравию, Африку и Средиземноморье. По этим дорогам караваны шли неделями, перенося смолу через пустыни и горы. Египтяне называли землю происхождения Мирры страной Пунт и относились к ней почти как к мифу. На стенах храма Хатшепсут даже изображены рощи камифора. Их принесли в Египет как бесценный дар, чтобы царские сады хранили аромат чужой, далекой земли.
Но мирра попадала не только в храмы. Смолой лечили раны, укрепляли тело, очищали дыхание. Позже научились перегонять ее паром и получать эфирное масло. Оно пахнет суше, строже, как будто смола прошла через огонь и стала яснее, тверже, оставив только самую суть. Есть и другие формы. Абсолют, СО2 экстракт. Каждая ближе или дальше к живой капле накария. Но все это вариации одного источника. Дерево, которое научилось превращать свою уязвимость в силу. У мирры есть особая черта. Она пахнет не просто растением, она пахнет местом. Пыльной дорогой, глубокой древностью, светом, который проходит через сухой воздух и дрожит над песком, той внутренней тишиной, которую невозможно подделать. Если у каждого растения есть свой характер, то мирра – это характер пустыни. Молчаливый, выносливый, честный. Она не распахивается навстречу. Она ждет, пока человек сам сделает шаг. И, может быть, поэтому мирра сопровождает людей уже несколько тысяч лет. Как будто мы чувствуем, что в ее запахе есть что-то от нас самих. От нашего собственного пути, который тоже рождается через раны, и который тоже требует света, даже если вокруг только камни и жара. В Египте мирру любили так давно, что, кажется, она была здесь с самого начала, еще до того, как первые храмы поднялись над Нилом. Ее запах сопровождал человека в ритуалах, которые касались того, что египтяне считали самым важным – перехода. Когда солнце Ра каждый вечер уходило за край мира, его путь через подземный дуат описывали как сражение света с тьмой. И люди верили, что дым благовония кифи, где мирра была одной из главных нот, помогает этому путешествию, как будто аромат поднимается вместе с солнцем и становится частью его защиты. По вечерам в храмах набивали чаши смесью из смол, меда, вина, трав. Кифи не был просто благовонием. Это была молитва, сделанная запахом. И мирра в ней звучала как самое глубинное основание. Теплое, плотное, устойчивое, напоминающее о том, что даже в ночи есть движение, и вся тьма – лишь путь к утру. Но главная роль мирры в Египте – это бальзамирование. Ее добавляли в составы, которые сохраняли тела фараонов и знати. Не только для сохранности, но чтобы защитить ту искорку, которую человек должен был пронести дальше, в мир за пределами земной жизни. Египтяне верили, что мирра помогает телу не рассыпаться от времени, а душе, не потеряться на дороге. В этом есть что-то удивительно точное. Смола, родившаяся от раны дерева, защищает человека в момент его собственного перехода. И даже спустя тысячелетия, когда археологи открывают саркофаг и находят крошечные частицы мирры, запах иногда еще слышен, тихий, еле уловимый, как дыхание древнего солнца. Если Египет дал мирре храмовую торжественность, то Месопотамия и Аравия подарили ей голос пустыни. Здесь мирру знали еще раньше. И называли ее не просто смолой, а слезами дерева. Эта метафора родилась не случайно. Камифора в Аравии растет на грани жизни. На каменистых холмах, где почва почти отсутствует. Каждая капля смолы – как ответ дерева миру, который слишком жаркий, слишком жестокий, но в котором оно все равно хочет жить. У шумеров мирра была частью магических ритуалов. Ее использовали там, где нужно было очистить пространство от невидимого, защитить человека в переходе между состояниями, дать ему внутреннюю собранность. А у арабских племен мирра была путеводной смолой. Перед длинными караванными путешествиями ее сжигали у входа в шатер, чтобы путешествие прошло благополучно, чтобы глаза видели дальше, а сердце не отвлекалось на страх.
Когда караваны с Миррой и Ладаном шли через пустыню, движение Смол стало рождать торговлю, а потом – культуры. По сути, аромат камефора заставил людей прокладывать дороги, строить стоянки, налаживать связи между племенами. Пустыня дала Мирре ее характер – стойкий, честный, выносливый. И этот характер остался в ее запахе навсегда. Если посмотреть на историю Мирры глазами древнего Израиля, то становится ясно. Именно здесь она раскрывает свой самый глубокий смысл. В Иудее Мирра перестает быть просто благовонием или лекарством. Она становится знаком ответственности, символом внутренней зрелости и ароматом любви, которую человек ищет всем сердцем. В Танахе Мирру называют мор. Это слово встречается в самых важных местах. В рецепте священного масла, помазания, в песне песней, в описаниях даров и посвящений. И каждый раз мирра появляется там, где человек стоит перед чем-то большим, чем его личная жизнь. Масло помазания. Момент, когда человеку доверяют судьбу народа. Формула Шемен Ха Машха – это не просто рецепт. Это один из самых закрытых и сакральных текстов Пятикнижия. Мирра – первая в списке. С нее начинается священная смесь, которой помазывали царей, пророков, коэнов. Само действие помазания переводило человека из состояния частного в состояние предназначенного. Это был жест доверия, когда человеку предлагалось стать сосудом, через которого должен проявиться свет. И мирра в этом масле звучала как голос зрелости. Не украшение, не сладость, а та внутренняя честность, без которой нельзя ни вести народ, ни служить в храме. Смола пустыни становилась мостом между человеческим и божественным. В Кабале у каждого аромата есть корневая энергия. Энергия мирры – это гвура. Но гвура – не строгость в бытовом смысле. Это способность держать форму, не разрушаться под давлением, пройти сквозь трудное, сохранив свет. Гвура – это сила правды. Та, которая говорит: «Вот я, это мой путь, это моя ответственность». Мирра несет эту энергию не через резкость, а через зрелое, плотное присутствие. Это аромат, который собирает человека, возвращает его в центр, где есть ясность и твердость духа. Когда древний человек вдыхал мирру, он будто говорил себе: «Я готов к тому, что мне доверено». Когда мы говорим о мире в контексте Каббалы, важно понимать, что Каббала – это не отдельная религия, не эзотерика в современном смысле, и тем более не набор магических техник. Каббала – это внутреннее учение иудаизма, его глубинный слой, который пытается объяснить, как устроена духовная реальность и какой путь проходит душа человека. Это учение о природе света и тьмы, о том, как божественное проявляется в мире, о движении человека к смыслу, о том, что происходит в глубине сердца. Каббалисты никогда не стремились к мистике ради мистики. Их интересовало другое. Как внутренний мир человека соединен с миром божественного, и как это соединение раскрывается в опыте, в любви, в ответственности, в поиске истины. Одна из главных идей Каббалы – это сферот, 10 качеств или измерений, через которые Творец проявляет себя в мире. Это не боги, а духовные принципы, которые помогают понять движение света в человеческой жизни. И когда говорится, что мирра связана с гвурой, то имеется в виду не атрибут дерева, а энергия внутренней силы, способность идти своим путем честно, ясно, сохраняя форму даже там, где жизнь была жесткой и пустынной. Каббала помогает увидеть мирру не только как смолу древних ритуалов, но как образ пути человека, его света, его боли, его зрелой любви. И уже через этот духовный контекст становится понятно, почему мирра так глубоко присутствовала
в женских ритуалах древней Иудеи. Женщины использовали ее так же, как позже использовали ладан. Для защиты дома, для благословения, колыбели для купели невест. Существуют редкие тексты, фрагменты женских магических папирусов, где мирра упоминается как аромат, открывающий сердце. Его сжигали в женских комнатах в день, когда в дом приходила невеста, чтобы пространство было готово к новой любви. Его добавляли в ванны роженицам, как символ защиты, глубинной силы, стойкости. Есть даже сведения, что мирру использовали жрицы богини Ашеры, как часть ритуалов благословения, земли и плодородия. Позже эти женские практики перешли в домашние традиции и сохранились в некоторых семьях вплоть до позднего Средневековья. Но у мира есть и другая сторона – мягкая, интимная, удивительно тонкая. Она появляется в «Песне песней», книге, в которой любовь описывается, как модель духовного стремления, как притяжение души к божественному. В этой книге мирра – аромат ночи, поиска, ожидания, внутреннего томления. В сцене, где возлюбленная встает ночью и идет искать своего любимого, мирра звучит как ее внутренний импульс. Желание соединиться, встретиться, обрести близость, которая больше, чем чувство. Это не любовь настроения, это любовь-путь, любовь-стремление, любовь, которая идет через темноту, потому что в сердце живет свет. Именно здесь мирра впервые раскрывается как аромат поиска настоящей любви. Той, что не снаружи, а внутри. Той, что соединяет человека с его источником. Любопытно, что мирру использовали и в домашних ритуалах, в благовониях, медовых смесях, мазях. Ее запах был связан с идеей завета, с памятью о связи между человеком и Богом, о близости, которая сохраняется несмотря на изменения, расстояния и трудности. Запах мирры – это память о том, что связь остается, даже если человек временно вышел в пустыню в своей жизни или в своем сердце. В мире древнего Израиля свет ценили высоко, но не меньше ценили способность его удержать. Это считалось настоящей духовной доблестью. И мирра как аромат, равно как и как образ, передавала именно эту силу. В ней есть тишина, которая возникает, когда человек уже прошел через что-то и теперь стоит на собственных ногах, зная вкус и горечи, и любви, и своего пути. Поэтому для иудеи мирра была не просто смолой. Она была напоминанием о зрелости, близости, ответственности и о той любви, которая ищет не поверхностной красоты, а подлинного света. Есть еще одна смола рода – камифора, которая идет рядом с миррой, но несет другую ноту, тонкую, почти неуловимую. Это бальзам галаадский, камифора гилеаденсис. Он рос в земле Израиля, в районе Галаада, и его запах считался священным. Когда пророк Иеремия говорит «Нет ли бальзама в Галааде?», он спрашивает не о лечении тела, а о том, есть ли еще в народе что-то, способное исцелить сердце. Набатеи охраняли рощи бальзама с такой тщательностью, будто это золото. Его капли стоили дороже драгоценных металлов. Им лечили раны, его приносили в храм, им благословляли. Есть древняя история, почти шепот, который пересказывается от поколения к поколению. Говорят, что когда царица Савская пришла в Иерусалим испытать мудрость царя Шломо, она принесла с собой не только золото и благовония, она принесла ростки, маленькие, почти невидимые корни священного дерева, которое росло только в землях ее царства, где-то между Йеменом и Африканским рогом. Эти ростки посадили в долине Иерихона, и деревья прижились, будто почувствовали, что вернулись домой. С тех пор бальзам галаадский стал считаться не просто растением, а даром мудрости и любви, который передают не словами, а корнями. Говорили, что именно поэтому в садах царя
Шлому аромат бальзама был особенно чистым, потому что он рос не по приказу, а по любви. И когда сегодня это дерево вновь растет на берегах Мертвого моря, некоторые считают, что оно вспоминает тот самый древний дар. Если мирра – аромат честного пути через тени, то галаадский бальзам – аромат мягкости, который возвращает человека к целостности. Это два голоса одного рода, но каждая смола рассказывает свою историю. Бальзам галаадский – это не просто растение древности. В эпоху первого и особенно второго храма его считали первым и главным компонентом кторет – священного курения, которое возносили в храме в Иерусалиме. Запах этого дыма был не похож ни на один другой. Золотистый, смолистый, чистый. Аромат присутствия, который связывал землю и небо. Позже, уже во времена второго храма, именно бальзам галаадский стал основой масла помазания. Тем маслом, которым посвящали царей, пророков, первосвященников. То есть это был аромат момента, когда судьба человека менялась навсегда. Сегодня эта древняя история продолжает жить там, где в свое время проходили пророки и царские караваны. В кибуце Алмок на берегу Мертвого моря ферма Balm of Gilead Farm заново выращивает Commiphora gileadensis, то самое дерево, которое считали исчезнувшим. Здесь бальзам растет среди смертельно сухого воздуха пустыни, в той же земле, где его собирали тысячи лет назад, и каждый юный побег здесь. Это не просто растение, а маленькое возвращенное чудо. Но духовная роль не единственное, что делало бальзам галаадский драгоценным. В древней медицине он был одним из самых сильных средств для лечения ран, инфекций, дыхательных болезней, заболеваний кожи. А сегодня современные исследования показывают, что его смола действительно обладает уникальными антибактериальными и регенерирующими свойствами. Есть и еще одна красивая, смелая гипотеза, о которой говорят некоторые исследователи. Что, возможно, именно бальзам галаадский был тем самым золотом, которое волхвы принесли младенцу Иешуа. И не потому, что он блестел как металл, а потому, что его смола была дороже золота. Редкая, священная, бесценная. Так или иначе, сегодня, спустя 1500 лет тишины, бальзам галаадский снова растет в земле Израиля. Его смола вновь золотится на ветвях, как отклик на старую память этой земли. И уже сама эта история, как возвращение утра после долгой ночи. В Греции Мирра стала мифом, историей царевны Мирры, которую боги превратили в дерево, и ее слезы стали ароматной смолой. Этот миф о боли, которая не смогла уничтожить жизнь, а стала чем-то, что передает мудрость следующему поколению. У греков Мирра была частью храмовых ритуалов, у римлян – философских размышлений. Ее вдыхали перед беседами, перед записями в трактатах, когда ум хотел быть ясным и честным. Мирра была не просто ароматом, она была инструментом, который возвращал мысль к важному. Когда волхвы принесли младенцу Иешуа мирру, этот дар означал не предзнаменование смерти, как иногда говорят, а признание его пути учителя, который будет идти через боль мира и оставаться любовью. Позже мирру использовали в последних обрядах, но смысл был не в прощании, а в том, чтобы душа прошла свой переход с честностью, светом, достоинством. В христианской символике мира это аромат сострадания, смирения, глубокой, зрелой любви, которая не боится ни страдания, ни правды. Мирру использовали как лекарство практически во всех культурах, где она была известна. Самые ранние упоминания встречаются в Месопотамии. Там смолу растворяли в масляных смесях и использовали для обработки ран, ожогов и воспалений.
Мира считалась веществом, способным останавливать разложение. И это наблюдение полностью подтверждается современными данными о ее антимикробных свойствах. В Египте мира была одной из основных лечебных смол. В Геберском папирусе, древнем медицинском трактате, она упоминается много раз. В рецептах для снятия воспаления, улучшения дыхания, лечения кожных заболеваний. Ее смешивали с медом, вином, маслами, делали из нее пасты и мази. В Греции и Риме мира стала почти универсальным средством. Гиппократ использовал ее при ранах и воспалениях. Плиний Старший описывал как эффективное средство при дыхательных симптомах, а Диоскорид рекомендовал мирравую настойку при боли и инфекциях. В небольших дозах мирра даже использовалась как успокаивающее средство для нервной системы. В традиционной арабской медицине мирра занимала важное место. Авиценна написал, что мирра очищает и укрепляет, и рекомендовал ее при воспалениях, заболеваниях дыхательной системы и в составе очищающих смесей для воздуха. То есть на протяжении тысячелетий мирра была прежде всего средством защиты кожи, дыхания, пространства. Сегодня мирру изучают уже не только историки и фитотерапевты, но и биохимики, микробиологи, специалисты по иммунологии. И самое удивительное, многие древние наблюдения, сделанные на глаз, полностью подтверждаются современными методами. Исследования показывают, что смола камифора – это не просто ароматическая субстанция, а целый микромир активных природных молекул. Внутри нее скрыты смолистые кислоты, терпеноиды, фураноиды, сесквитерпены и другие соединения, которые растения вырабатывают, чтобы защищать себя от жары, микробов и повреждений. И именно эта внутренняя алхимия дерева дает миру ее выраженные лечебные свойства. То, что пустынное дерево делает для собственного выживания, становится поддержкой и для человека. Уменьшает воспаление, подавляет рост микробов, помогает коже восстанавливаться и дышать спокойнее. Самые изученные эффекты мирры – это противовоспалительное действие. Она подавляет воспалительные медиаторы, за счет чего уменьшается покраснение, отечность, боль. Это объясняет, почему мирру веками использовали на ранах и ожогах. Антимикробный эффект. Экстракты мирры угнетают рост бактерий и грибков, включая стафилококки и кандиды. Поэтому мирра встречается и в современных ополаскивателях для рта, и в дерматологических средствах. Заживление тканей. Мирра стимулирует фибробласты, клетки, отвечающие за регенерацию кожи. То, что древние называли защитой от разложения, сегодня описывается как ускорение репарации тканей. Поддержка дыхательной системы. Некоторые компоненты мирры проявляют мягкое муколитическое действие. Облегчают дыхание, снимают спазмы, уменьшают отек слизистых. Возможно иммуномодулирующий эффект. Первые исследования показывают, что мирра может регулировать реакцию иммунной системы и снижать чрезмерную воспалительную активность. То есть современная наука подтверждает, мирра – это не аромат древности, а реальное терапевтическое средство с широким спектром полезных свойств. Эфирное масло мирры получают паровой дистилляцией смолы, и в результате получается аромат, который гораздо суше и строже, чем у самой смолы, как будто мирра прошла через огонь и стала более ясной. С точки зрения действия на тело, оно в целом повторяет свойства смолы, но в более выраженной форме. Масло буквально возвращает человека внутрь себя. Его используют при тревоге, при внутренней рассеянности, при утомлении, в период изменений и потерь, для восстановления чувства устойчивости. Мирра как будто создает внутренний каркас, не давящий, а поддерживающий. С ней легче почувствовать центр, ритм дыхания, опору.
И многие ароматерапевты отмечают, мирра помогает там, где человек испытывает эмоциональную расхлябанность, истощение или растерянность. Это одно из тех масел, которые не развлекают, а собирают. Гидролат мирры встречается редко. Смола сама по себе плотная, тяжелая, и извлечь из нее ароматическую воду непросто. Но если процесс удался, в руках появляется нечто очень особенное. Мягкая версия древней смолы. Как будто мирра прошла через воду и заговорила более тихим голосом. Аромат у гидролата спокойный, округлый, почти прозрачный. В нем слышится пустынная сухость, но без резкости, землистость, но без тяжести, и легкая теплинка, напоминающая дым, который прошел через утренний воздух. Для кожи гидролат мирры работает бережно, снимает покраснение и воспаление, подходит для чувствительной кожи, успокаивает раздражение, помогает при мелких повреждениях, поддерживает барьер кожи в период стресса. Это редкий случай, когда водная форма смолы оказывается даже более универсальной, чем масло. Ее можно использовать как тоник, компресс, спрей, наносить локально или включать в маски. Для эмоциональной сферы гидролат мирры действует как мягкий стабилизатор. Успокаивает внутренний шум, помогает почувствовать опору, поддерживает в моменты переутомления и эмоциональной разрозненности. Если попробовать описать психоэмоциональное действие мирры одним словом, то это слово «собирает». Это не тот аромат, который уводит в мечты, не тот, что расширяет или вдохновляет. Мирра делает другое. Она помогает почувствовать центр тяжести, внутреннюю опору, уровень своей зрелости. С ней человек словно возвращается внутрь себя. Не в переживания, а в структуру. Там, где раньше была эмоциональная рассыпанность, появляется спокойный контур. Там, где была тревога, возникает способность выдерживать. Там, где была внутренняя растерянность, появляется точка, от которой можно отталкиваться. Мирра не умиротворяет, она укрепляет, не усыпляет, проясняет. Не закрывает боль, помогает выдержать ее без разрушения. Поэтому мирру часто выбирают люди, которые проходят внутренние перемены, эмоциональное истощение, переживание потерь, периоды ответственности, моменты, когда нужно держать форму, или ситуации, где требуется честность с самим собой. Это один из тех ароматов, которые не обещают легкости, но помогают не упасть. Если смотреть с точки зрения аналитической психологии, мирра относится к архетипу структуры. Это не структура внешней дисциплины, а внутренняя, та, которая формируется, когда человек сталкивается с собственной правдой. Юнг писал, что зрелость – это способность не избегать тени, не разрушаться в кризис и находить смысл даже в трудных состояниях. Мирра резонирует именно с этим уровнем опыта. Ее аромат связан с процессом внутреннего собирания, восстановлением границ, возвращением себе собственного голоса. С моментами, когда человек начинает понимать: «Я могу выдержать больше, чем думал». Архетип мирры – это архетип внутреннего ядра. Того спокойного, немногословного места внутри, которое не колеблется от внешних бурь. И многие люди чувствуют. Мирра помогает пережить переходы, когда старые формы уже ушли, а новые еще не появились. Мирра пробуждает поиск любви. И это не романтическая любовь, а та, которая растет из зрелости, из внутренней честности, из готовности быть в отношениях без иллюзий. Любовь, которая не разрушает, а укрепляет. Любовь, которая не бросает, а остается. Любовь, которая не требует, а поддерживает. Мирра помогает человеку распознать внутреннюю способность быть в такой любви и принять ее. В этом смысле ее аромат напоминает: сперва стань целостным внутри,
Тогда ты сможешь встретить другую душу без страха потеряться. Мирра – одна из тех смол, которые почти в любой культуре имеют не только практическое, но и символическое значение. Ее запах связывали с важными переходами, с очищением, с зрелостью, с возвращением к подлинному. В Месопотамии мирра считалась смолой, которая останавливает распад не только телесный, но и энергетический. Ее жгли на порогах домов, когда хотели защитить жилище или отделить одно состояние от другого. День от ночи, болезнь от здоровья, старое событие от нового. Смолу использовали как знак того, что человек входит в пространство, где нужна ясность и порядок. В Египте мирра имела двойное значение. Для живых – очищение, защита, стабилизация. Для умерших – правильный переход, сохранение целостности души. Ее использовали при бальзамировании, но не как символ смерти, а как символ неподкупной чистоты. Идеи, что сущность человека сохраняется, что свет не исчезает из-за времени. На бытовом уровне мирра считалась смолой красоты и порядка. Ее добавляли в мази, использовали в ритуалах обновления. В Библии мирра появляется в разных значениях. Как часть священных масел, как знак подготовки тела, как метафора внутренней зрелости. Мирра символизирует готовность взять на себя ответственность, способность выдерживать истину, внутреннюю собранность. Это смола, которая не просто пахнет хорошо, а подготавливает человека к действию. Будь то очищение, ритуал или важный жизненный шаг. Поэтому мирра стала символом зрелой любви. Песни песней. Она появляется именно в этом контексте. Духовной стойкости, внутреннего обновления. У греков мирра была связана со способностью управлять эмоциями. Это не подавление, а умение не растворяться в страсти или страхе. В римской традиции мирра была смолой умеренности, той силы характера, которая помогает сохранять достоинство в любой ситуации. Этим объясняется ее использование. Во время траурных церемоний, чтобы душа оставалась собранной, в любовных ритуалах, как символ зрелой устойчивой привязанности, в бытовых практиках очищение воздуха, как знак порядка. В христианстве мирра имеет особое значение. Она стала частью дара волхвов. Ее символ понимался многослойно, как знак будущих испытаний, как знак глубины человеческой судьбы, как признание важности пути. Позже мирра стала символом заботы о теле как о сосуде души, готовности пройти тяжелый путь с достоинством, внутренней любви, которая не исчезает даже в страдании. В арабской культуре мирра это смола уважения и прямоты. Ее аромат ассоциировался с домом, в котором есть порядок, честь, и где человек ведет себя достойно. Мирру использовали для очищения пространства, для защиты детей, для придания дому доброй энергии, в ритуалах, где нужна ясность и благословение. Ее значение было ближе к идее правильного состояния души, чем к простому благоуханию. Несмотря на различия, символическая линия мирры удивительным образом сходится. Это смола целостности, переходов, зрелых чувств, ответственности, внутреннего ядра, сохранения света, подготовки к важному. Нигде мирра не звучит легкомысленно. Во всех культурах она про главное. Про то, что требует уважения, включенности и участия души. Мирра всегда была не только лечебной смолой, но и ароматом, который сопровождал человека там, где нужно было подчеркнуть важность момента. В древности ее запах воспринимали как знак серьезности, как аромат, который держит форму и создает правильное состояние. В Египте мирру добавляли в благовонные масла
для тела, в смеси для очищения, в композиции, которыми умощали храмы и статуи богов. Ее запах считался благородным, строгим и чистым. В Израиле мирра входила в состав священных масел – шемен. И поэтому ее аромат всегда ассоциировался с подготовкой к служению, с моментами посвящения, с состоянием внутренней собранности. В Греции и Риме мирру включали в сложные парфюмерные композиции, те, которые носили для статуса, для подчеркивания зрелости, для создания впечатления спокойной силы. В средневековой и арабской парфюмерии мирра ценилась как смола, которая придает композиции глубину, округляет тяжелые ноты, придает благовонным смесям устойчивость. Ее часто сочетали с ладаном, стираксом, смолами кустарников пустыни. Мирра не была легким ароматом, и поэтому ею пользовались редко. Обычно в тех случаях, когда нужно было подчеркнуть статус и зрелость. Сегодня мирра остается одной из самых узнаваемых смол в парфюмерии. Ее аромат сухой, теплый, древесно-смолистый, иногда чуть дымный. И именно эта тональность создает в композициях ощущение глубины, структуры, характера. В современных ароматах мирра используется как базовая нота, стабилизирующий аккорд, способ придать аромату спокойную плотность, как нюанс, который собирает композицию. Она особенно хорошо звучит в восточных ароматах, древесно-смолистых композициях, унисекс-парфюмерии, в нишевых ароматах с медитативным звучанием. Мирра так ценится сегодня, потому что она создает ощущение глубины без тяжести. Она тихая, но объемная. Не броская, но запоминающаяся. Строгая, но теплая. В мире парфюмерии мирра. Это не красивый запах, а характерная нота, которая приносит в композицию ощущение спокойствия, зрелости и внутреннего ядра. В пространствах, где аромат становится частью практики. Медитации, молитвы, созерцания мирра занимает особое место. Ее запах действует не как стимул, а как снижающий шум фон. Аромат, который помогает человеку мягко собраться внутри. На территории Аравии, Эфиопии, Йемена мирра до сих пор используется в домашних фумигациях для очищения пространства, придания дому спокойной атмосферы, защиты от неправильного воздуха. Смолу часто смешивают с ладаном, стираксом, мастикой, чтобы получить мягкий округлый дым, который поднимается медленно и долго держится в помещении. В некоторых районах Йемена и Омана мирру добавляют в бакхур – смеси для тления на углях. Там ее ценят за способность создавать ощущение чистоты и собранности, которое подходит для молитвы и серьезных разговоров. В суфийских традициях мирра рассматривалась как аромат внутренней ясности и правды. Она не возбуждает и не расслабляет. Она приводит человека в состояние ровного присутствия, которое необходимо для внутреннего слушания. Суфии говорили, что мирра помогает отделить личные эмоции от тихого голоса сердца, и поэтому ее добавляли в смеси, используемые для практик ночного зикра. В масляных духах Востока мирра часто играет роль глубокой опорной ноты. Она делает аромат более устойчивым, собранным, зрелым. Ее используют в композициях для молитвы, в маслах для медитации, в составах для работы с дыханием, в маслах спокойствия, в смесях, которые помогают пережить стресс или переход. Особенно красиво мирра раскрывается в сочетании с ладаном, лабданумом, удом, кипарисом, кедром. Каждая из этих пар создает особый оттенок состояния, от строгого созерцания до глубокого внутреннего покоя. А теперь чуть ближе. О том, как мирра проявляется в практике и какие состояния она открывает. Эфирное масло мирры Сомали
Это одно из тех масел, которые не просто успокаивают или собирают. Ее действие направлено гораздо глубже, туда, где бессознательное формирует наши искаженные представления о мире, о себе и о других. Я заметила, что именно это мирра резонирует с информацией в тех слоях психики, где появляются патологичные желания, то есть желания, которые не ведут к здоровому росту, а возникают как компенсация внутренней пустоты или страха. Это те импульсы, которые создают искаженное восприятие реальности, когда человек считает, что имеет право нарушать границы других. Исчезает намерение уважать пространство другого человека. Отдавание и забота подменяются контролем. Желание получить признание или любовь становится ведущей силой, затмевая честность. Когда собственная боль превращается в оправдание для манипулятивного поведения. Сомалийская мирра показывает, где нарушены границы, и что это нарушение не про характер, а про внутренний перекос в восприятии мира. Особенно сильный эффект касается темы долга. Того, что человек должен на самом деле, а не того, что навязано страхами, чужими ожиданиями или собственными манипулятивными механизмами. С этой мирой становится заметно, где ответственность настоящая, а где она превращена в рычаг давления, где отдавание честное, а где оно используется, чтобы управлять другими, где чувство вины – признак совести, а где это всего лишь инструмент влияния. СА2 экстракт мирры из Сомали отличается от эфирного масла. Он более густой по звучанию, более телесный, более плотный. И именно в такой форме мирра воздействует на очень глубокий, практически архетипический слой бессознательного. Тот, который связан с темой наполненности и ее утраты. В контакте с этим экстрактом у человека часто поднимаются ощущения, которые сложно связать с конкретной жизненной ситуацией. Это не столько воспоминания, сколько состояние, будто древняя память, которая не принадлежит одному времени или одному событию. Может появиться чувство потери чего-то важного, ощущение утраты связи, грусть, которая идет из очень дальнего уровня, ощущение пустоты, которую невозможно заполнить внешними вещами. Это грусть не о конкретном человеке или моменте. Она похожа на память души о чем-то утраченном давным-давно, до личной истории. На эмоциональном уровне экстракт мирры затрагивает тему несостоятельности, которая проявляется не как критика себя, а как тихое, внутреннее ощущение. Я маленький человек в огромном мире. Я почти ни на что не влияю. Мой голос слишком тихий. Это состояние, которое редко проявляется в повседневности, потому что человек обычно избегает сталкиваться с ним напрямую. Но именно экстракт мирры поднимает его на поверхность, очень бережно, без давления, просто делая этот слой ощутимым. При этом важно, это ощущение не разрушает и не обесценивает. Оно открывает возможность увидеть свою уязвимость, как часть человеческого опыта, как точку, откуда начинается наполнение. Не внешнее, а внутреннее. СА2 экстракт мирры как будто напоминает, чтобы что-то наполнилось, сначала нужно признать пустоту. Чтобы обрести свой голос, нужно услышать его слабость. Чтобы почувствовать свое влияние, нужно увидеть, где оно сейчас отсутствует. Этот экстракт работает не с эго, а с самым глубоким уровнем сути. И делает это тихо, аккуратно и очень честно. Тинктура мыльной мирры. Южная Африка – одна из самых тихих и деликатных мирр. Она не уводит глубоко внутрь, как сомалийские смолы, и не вскрывает болезненные слои, но работает с той частью человека, которая отвечает за ощущение своего места в мире. Когда начинаешь знакомство с ее тинктурой, первое, что появляется, это очень тонкое чувство себя. Спокойное и почти неуловимое. Я есть. Как будто внутри выстраивается мягкая ось, которая давно была смещена в сторону.
Эта мира резонирует с глубинным слоем бессознательного, где формируется неуверенное, порой тихое представление о том, что человек может дать этому миру, какую роль он способен занимать, и почему иногда ощущает, что остается в стороне от собственной жизни. Она показывает, что удерживает человека от естественного включения в мир. Это могут быть старые установки, детские выводы, скрытая боязнь проявить себя, чувство собственной незначительности. Все то, что создает невидимую стену между человеком и его путем. Тинктура мыльной миры высвечивает эти механизмы очень бережно. Не как упрек, а как объяснение. Вот это мешает тебе стать частью мира. Вот это удерживает тебя на месте. И вот это уже не твой настоящий голос. Это просто старый след, который можно отпустить. Иногда вместе с этим поднимается ощущение чужой унаследованной информации. Того, что можно назвать кармой в психологическом смысле. Чужие ожидания, тяжелые семейные сценарии, ощущение долга, который человек не выбирал. Это не боль, а осознание лишнего груза, который больше не нужен. И вместе с этим в человеке появляется мягкая, но убедительная внутренняя опора. Как будто земля под ногами становится плотнее. Как будто возвращается ощущение, что у человека есть свой путь. Не придуманный, не навязанный, а настоящий. Мыльная мира дает возможность выпрямиться. Она помогает увидеть то, что нужно трансформировать, чтобы перестать жить в стороне от самого себя. И начать движение вперед, собственным шагом, в своем темпе, по своей дороге. Гидролат сомалийской миры ощущается почти парадоксально, как будто в воде сохранился след костра. Этот запах не яркий и не плотный. Он мягкий, прозрачный, но при этом удивительно глубокий. В нем есть дыхание пустыни, растворенное в воде, и какое-то первичное тепло, едва уловимое, но очень живое. На эмоциональном уровне этот гидролат уносит человека далеко внутрь, туда, где когда-то появились самые первые разломы души. Те тонкие линии, которые возникли еще в раннем опыте, а потом стали основой для всего последующего развития. Это не боль в привычном смысле, а скорее напоминание о том месте, где человек впервые почувствовал свою несовершенность и свое человеческое начало. Гидролат показывает, что именно в этих первичных трещинах и начинается путь. Путь человечества в целом и путь каждого отдельного человека. Там, где появляются первые разломы, там же рождается и первое намерение – идти к светлому, к хорошему, даже если внутри что-то повреждено или хрупко. Он дает возможность чуть лучше понять собственную природу, увидеть свои ранние линии уязвимости, почувствовать их не как слабость, а как точку начала. Ту точку, где появляется выбор встать и двигаться. При этом гидролат мира работает очень мягко. Он не заставляет заглядывать в глубины, не провоцирует интенсивных процессов. Он скорее создает ощущение бережной опоры, которая помогает идти дальше, не отрицая трещин, а принимая их как часть собственной истории. В этом гидролат мира становится спутником в движении. Он дает тихую внутреннюю поддержку, которая позволяет не распадаться, а собираться вокруг своей оси и идти вперед, постепенно, спокойно, навстречу тому, что можно вырастить из себя самого. Эфирное масло бальзама галаадского, одно из самых необычных. Его аромат не похож на мирру в привычном понимании. Он светлее, тоньше, теплее и при этом касается такой глубины в человеке, куда редко добираются другие ароматы. Это масло резонирует с самым древним уровнем нашей психики, тем, что формировался еще тогда, когда человек только начинал узнавать себя и учиться быть частью другого. В этом слое находится раннее, почти первобытное повреждение эмпатии. Момент, когда между людьми впервые возникла трещина. Когда способность понимать и чувствовать друг друга
была нарушена настолько рано, что последствия этого остаются в человечестве до сих пор. При контакте с этим маслом появляется тонкое, трудноуловимое чувство, будто аромат касается того места, где человек когда-то перестал ощущать другого как продолжение себя, как живое существо, и начал воспринимать его как объект или угрозу. Это то состояние, в котором изначально возникли непонимание, отчуждение, агрессия, способность причинить вред, даже если это вредит самому себе, утрата взаимной чувствительности. Эта трещина не вина конкретного человека. Она принадлежит человеческой истории. Она древняя культур, религий и языков. Она присутствует в каждом поколении по-своему. И именно галаадский бальзам касается этого уровня. Не резко, не болезненно, а так, будто аромат напоминает о том, что когда-то связь была целостной. И что возможность ее восстановления все еще существует в каждом человеке. Это масло помогает увидеть, где внутри нас живет это раннее отчуждение, где мы сами перестали чувствовать других, где закрылись, где перестали ощущать взаимность. И вместе с этим приходит ощущение, что все это можно преобразить, что эмпатия не функция, а живая способность, которую можно обновить, что трещина – это начало пути, а не приговор. Эфирное масло этого бальзама работает медленно, но глубоко. Он не учит сочувствию, он возвращает способность чувствовать другого человека как часть общего человеческого опыта. И в этом его редкая, почти священная сила. Когда долго работаешь с миррой, любой ее формой, древней сомалийской смолой, СА2 экстрактом, тихой южноафриканской тинктурой или редким бальзамом галаадским, становится понятно, это не просто аромат. Это одно из тех растений, которые несут в себе не действие, а смысл. У каждого вида свое направление, но все они собираются в одну точку. Мирра помогает человеку увидеть то, что обычно скрыто под слоями повседневности. Она показывает ранние трещины, которые появились там, где мы впервые столкнулись с миром. Напоминает о потерях, которые оставили в душе пустое место. Высвечивает искажения восприятия, которые мешают видеть мир ясно и честно. Показывает механизмы, которые удерживают нас от собственного пути. И касается древней трещины в эмпатии. Той, что разделило людей, когда человечество только училось чувствовать друг друга. Но самое важное, ее задача вернуть движение к зрелости, ответственности, своей внутренней оси, к свету, который человек выбирает, несмотря ни на что. Каждая мирра говорит по-своему. Сомалийская – о честности и границах, экстракт – о потере и наполнении, южноафриканская – о почве под ногами, бальзам галаадский – о восстановлении человеческой эмпатии. И вместе они складываются в одно послание. Путь начинается там, где ты видишь свою трещину, сила – там, где ты не отвернулся от нее, а свет – там, куда ты выбираешь идти дальше. Это и есть ароматное послание мирры. Строгое, честное, но удивительно поддерживающее. Мирра не обещает легкости. Она предлагает что-то большее. Помочь человеку стать тем, кем он был создан быть. И может быть именно поэтому в каждой культуре мирру считали священной. Потому что она говорит с человеком языком, который понимает только душа.